Дорогие наши друзья, всем огромный привет из Израиля. Прочитав много комментариев, не только к вашим видео, но и вообще многим другим, выложенным на различных языках в YouTube, я пришла к выводу, что есть в арабо-израильском конфликте одна деталь, о которой мало кто знает, и тема эта практически не упоминается и, в общем-то, не обсуждается. А наш сегодняшний разговор мы подведем к теме еврейских беженцев из арабских именно стран, из арабских, число которых больше, чем беженцев из Палестины. Чтобы было понятно, насколько вот эта тема непопулярна и попросту неизвестна, давайте посмотрим элементарную статистику в энциклопедии Википедия. На этой странице, которой я пользовалась для того, чтобы получить статистические данные, внизу я увидела, что эту страницу из многомиллионной, можно сказать, из сотен миллионов тех, кто говорит, читает и понимает на русском языке, страницу эту посмотрели 552 человека. То есть, насколько непопулярна и неизвестна эта тема, говорит вот эта статистика. Есть такое понятие «нагба». В переводе с арабского языка означает «катастрофа» или «катаклизм». Это понятие уже сейчас относится к исходу 725 тысяч палестинцев в ходе войны за независимость Израиля 1948 года и шестидневной войны 1967 года. Зачитаем причины исхода арабов из Палестины по версии палестинских арабов. Так вот, согласно версии, распространенной среди палестинцев и в целом в арабском мире, в ходе арабо-израильской войны 1948 года еврейское правительство имело намеренный план по этнической чистке захваченных земель и депортации арабов. Этот план приводился в действие путем насильственных депортаций и сопровождался убийствами палестинского мирного населения в отдельных населенных пунктах. Также многие жители бежали из страха, опасаясь действий еврейских сил или в ходе нападения на населенные пункты, в которых они проживали. Более 13 тысяч палестинских арабов погибло в ходе насильственных депортаций. 50% населения населенных пунктов было стерто с лица земли. Что мы видим? Утверждается, что практически свыше 700 тысяч палестинских арабов были изгнаны с их территории. Насильственно причем. Давайте прочитаем дальше. Заявление израильской стороны о том, что жители якобы бежали в результате призывов арабских лидеров по радио или по приказу арабских Израиль, это мифы, придуманные в результате того, что израильтянам тяжело осознать, что независимость их страны получена за счет палестинцев, которые лишились своих домов и собственности. Итак, на этой концепции, в которой утверждается, что практически 700 тысяч беженцев были изгнаны насильственно, пропагандируется десятилетиями и базируется ненависть палестинского народа и в целом мусульманского народа, ну и вообще, конечно, и многих народов мира к Израилю. Отстаиваются права беженцев на возвращение. Ну, апофеоз всему – это, конечно, призывы к полному уничтожению Израиля и израильтян. И в связи с этим мы хотим остановиться и обратить ваше внимание на сегодняшнее событие, на то, как формируется общественное мнение по всему миру в условиях вот этой новой войны Израиля. Ложная информация распространяется именно с тем и очень быстро, чтобы сразу и без расследования, естественно, очернить Израиль. Ну и, конечно же, укоренившийся махровый антисемитизм в этой пропаганде, он идет в помощь. Самый большой антиизраильский инфошум был поднят из-за якобы удара израильской армии по больнице в Газе. Новость распространялась мгновенно, и уже через считанные минуты стали считать сотнями погибших. И даже сразу же объявили о сотнях погибших, да, не то что мне считать. даже присылали 1000 с чем-то, потом 900. Разные были цифры. Как их успели посчитать так быстро, остается загадкой. Но после первых расследований стало очевидно, что это самая настоящая пропагандистская ложь. Удар пришелся просто вот по стоянке рядом с больницей. А больница-то сама цела, здание целое. В итоге это оказалась ракета, которая была запущена группировкой «Исламский джихад» с южной части сектора Газа по Израилю. Армия обороны Израиля передала все доказательства специальной комиссии по расследованию в ООН. Армия также сделала заявление, что в результате неудачных запусков ракет из густонаселенных районов Газа на территории сектора
только вот в эту войну разорвали свыше 500 ракет террористов и Хамаса, и исламского джихада. Я думаю, сейчас их еще больше разорвалось. Наверняка, потому что ракеты до сих пор летят. В общем, эти ракеты могли попасть куда угодно, и на жилой дом, и на общественное здание, то есть на любой мирный объект. Но, заметьте, инфошум мгновенно был подхвачен самыми разными СМИ по всему миру. Подчеркну, мгновенно. И ложь разлетелась, распространилась. Это создало протесты сторонников Палестины. То есть мощно, На очень. что и было рассчитано. Да. Ты создаешь инфошум, запускаешь эти сотни ботов, фейков по всему миру, и западному, и бывшим республикам Советского Союза. Абсолютно не имеет значения. Везде и всюду. Мгм. Да. И в результате, когда стало очевидно, что это ложь, некоторые СМИ стали все-таки менять риторику, извиняться, а некоторые СМИ проигнорировали и продолжают упорно стоять на своем. И мне это напомнило крупные заголовки газет с каким-нибудь скандалом на первой странице, крупные такие, да, и впоследствии опровержение мелким-мелким таким шрифтиком где-нибудь на задворках газет и журналов. На последних страничках. Да. И вот кто до сих пор не рассказал людям правду? Это некоторые арабские страны, ну, естественно, поддерживающие Хамас, Сирия, Ливан, а также покровительствующим Иран. И причины на это совершенно понятны. Абсолютно. Еще одна ложь более локального масштаба – это разрушение единственной из всех христианских храмов в Газе. То есть это греческая православная церковь святого Порфирия. Тут же были огромные, колоссальные разрушения, показаны, естественно, раненые и так далее. Фейк-видео другого совершенно здания разрушенного, якобы церкви. И информацию это ретранслировали очень многие каналы в России, в Греции. И в том числе я увидел ленту новостей РИА Новости. Да, там сразу абсолютно с видно, этим что это фейком. разрушение, показано разрушение абсолютно не этой церкви, то есть какого-то огромного здания. Но в интернете оказались фото, и мы предоставляем его вашему вниманию, с целой греческой церковью, как ни странно. И разрушенным рядом с ним действительно зданием. А ложь летит. Одно дело заявить, что разрушено здание рядом с церковью, или заявить, что разрушено само здание церкви. Согласитесь, есть разница. А здание, как вы видите на этом фото, стоит себе целым. Целёхонько. Опять доказательств, что это израильская армия сделала, нет. Как и в случае с парковкой у больницы. Такие фейки нужны пропаганде для сиюминутной реакции. Вот посмотрите, Израиль по больнице бьет, по церкви. Вот какие сионисты, вот какие они жестокие. А доказательства не важны. Свалим все на Израиль, создадим горячий инфошум, а дальше поддержка одураченного мнения мировой общественности будет на нашей стороне. Это часть идеологической войны этого жестокого конфликта. Обычно, и к огромному сожалению, в такого рода противостояниях Израиль не уделяет должного внимания собственной пропаганде. Голос Израиля тонет в океанах пропалестинской пропаганды, поставлен на очень мощные рельсы. Но несколько дней назад на официальном канале Армии обороны Израиля сделали видео, собрали видео, полученные с камер уничтоженных террористов, со страшными видеоматериалами. И это шокирующее видео набрало только за одни сутки 6 миллионов просмотров. В комментариях на английском языке по поводу раненых и убитых беженцев Газы один мужчина задает вопрос, разумный вопрос. Хамас месяцами готовил нападение на Израиль. Почему же они не позаботились об эвакуации жительных северных районов Газы? А давайте теперь подумаем вместе. Ведь это было очевидно, что ответ Израиля будет очень жестким. И все требуют от Израиля прекратить эскалацию насилия. Плачут дети Газы, публика роняет слезы. Так было все эти годы. Израиль в ответ на регулярные обстрелы из сектора наносил удары по структуре Хамаса. Конечно, это прискорбно, что несмотря на все предварительные предупреждения Израиля об ударе, гибнут мирные жители. Потому что Хамас прикрывается ими и использует их страдания в своих целях. И тут же из Газы начинают показывать несчастных раненых, убиенных. И начинают вопить: ой-ой-ой, нас убивают наших детей. А зачастую это вообще заранее снятые видео. Мир давит на Израиль, и все возвращается на круги своя. Есть более мелкие фейки, когда муссируется тема строительства третьего еврейского храма на Храмовой горе. На каналах СМИ религиозной тематики выступают чудаковатые такие невежественные специалисты и рассказывают свои собственные фантазии. Или, например, возьмут
СМИ у интервью какого-нибудь душевно расстроенного, очевидно, гражданина Израиля и выдает его за лидера или члена партии Ликут. И гоняет его бред, как якобы официальное заявление правящей партии Ликут. А он даже не членом Ликут, не членом парламента, вообще никто и звать никак, какой-то там маклер, может быть даже не маклер, непонятно кто вообще. Да, есть еще более тупые фейки, когда по WhatsApp, телеграм-канал, мессенджерам пересылают видео с министром внутренних дел Израиля, а при этом он что-то говорит, но кто что понимает, и подставляют ему примитивный клеветнический перевод Гоблина, который наполнен российским оттенком. Таким образом тоже формируется общественное мнение. Перевод Гоблина, если помните, там 90-е нулевые годы, когда там воровали с авторскими правами фильмы, это видеокассеты такие распространялись, и были такие, меняли переводы, как хотели там и все с иных языков. Вот такое дешевое подстрекательство процветает сплошь и рядом в среде малообразованного и не разбирающегося в теме обывателя. Людей без их ведома используют как инструмент для банального подстрекательства и распространения лжи. Не позволяйте никому делать из себя продукт этого инструмента лжи. Не поддавайтесь этим дешевым провокациям. Да, всегда любую информацию нужно проверять. Как работает пропаганда, в общем-то, мы коснулись, да? Но вернемся в наши Палестины ушедшего 20 века к теме, с которой мы начали, к теме палестинских беженцев. Мы читали высказывания арабских лидеров и цитаты из арабских газет того времени. То есть концепцию Паша вам зачитал, но мы также читали и в Википедии, в интернете, прямо вот цитаты, которые нам кое о чем скажут. Из этого прочтения можно прийти к выводу. Все это нетрудно найти в Википедии в статье «Палестинские беженцы» со ссылками на источники. Так можно прийти к выводу, что арабы-палестинцы оставляли свои дома в 1948 году, как им казалось, совершенно незначительное время, по приказу Высшего арабского совета и обещаниям одних и уверенностью других, что скоро все, в общем-то, вернутся домой. Все-таки, вот из того, что мы с Пашей прочли, из этих всех цитат и высказываний, и цитат из газет того времени, можно понять, что оставляли добровольно, ненасильственно. Никто ведь не предполагал, что Израиль сможет устоять в войне с несколькими арабскими государствами. А давайте вспомним, кто начал войну, в результате которой произошел исход так называемых коренных палестинцев. Почему я говорю так называемых? Нужно отдавать себе отчет в том, что немалая часть беженцев вовсе не были коренными жителями Палестины. А кем же они были? Это были арабские переселенцы, тоже с разных стран. Да, с они окружающих эмигрировали на земли Палестины в поисках заработков и лучшей жизни, начиная с конца 19 века и не раньше. Нет, были деревни, которые постоянно здесь жили века. А было очень куча людей, арабов клана, с Египта пришедшие, там, Сирии, с Ливана, да. Потому что именно в это время Палестина начала просыпаться от многовекового летаргического сна забытия и средневековой провинциальности. Посмотрите на этот флаг. Это флаг Палестины 1939 года при британском мандате. Посмотрите, что это? Не может быть. Это звезда Давида на флаге Палестины. О чем это говорит? О еврейской и арабской Палестине. Были и палестинские евреи, а были и палестинские арабы. И звезда Давида совсем им не мешала. По сути, война за независимость началась уже на следующий день после объявления плана Организации Объединенных Наций о разделе Палестины на два независимых государства в ноябре 1947 года. И началось все с терактов и кровопролития. Палестина наполнится огнем и кровью, если евреи получат ее часть. Кровожадно пообещал Джамаль Аль-Хусейни, член Высшего арабского совета. Да, такой добрый арабский лидер. Приближенный короля Саудовской Аравии Ибн Сауда пообещали, что как только мы получим от англичан зеленый свет, мы с легкостью выбросим евреев. Абдель Аль-Кадир Хусейни, командир арабских банд, недвусмысленно заявил: проблема Палестины будет решена лишь мечом. Все евреи должны покинуть Палестину. И вот подобных высказываний было немало. И это на фоне того, что евреи ни клочка земли ни у кого еще тогда не отобрали. То есть это были купленные земли еврейские. А вот еще замечательная цитата. Это будет война на уничтожение. Бойня, которую будут помнить во все времена, подобно монгольским завоеваниям и крестовым походам. Так сказал Азам Фаха,
генеральный секретарь Арабской лиги на пресс-конференции в Каире 15 мая 1948 года. Вот абсолютно в день провозглашения независимости Израиля. Да, такое доброе пожелание. Да, они от сейчас Арабской очень лиги добрые, что ты думаешь, государств. они в Египте сидят, они добрые пожелания, что ли, желают Израилю там. И посмотрите, какой был фон на то время. Все это было на фоне катастрофы европейского еврейства. Напомню, это 1947 год. То есть уничтоженного нацистами Германии. И то есть арабские и палестинские лидеры что не пообещали евреям? Очередное уничтожение. И была ли хоть одна причина сомневаться в действительности вот их намерений? Ни одной. Вспомним погром 1929 года, когда были жестоко замучены 67 евреев Хевронской общины. И евреям Хеврона, проживающим там веками, пришлось покинуть свои дома и оставить свое имущество. В этом же году и вся еврейская община Газы покинула свои дома и тоже оставила имущество. Да, вот я хочу подчеркнуть, что еврейская община Газы, то есть в 1929 году в Газе проживала также еврейская община, причем жила она там столетиями, тысячелетиями и не покидала те места. Были арабские бунты и еврейские погромы и до, и после этого зверского нападения на мирных евреев. В ходе арабского восстания, например, 1936-1939 года в течение 3 лет погибло 400 евреев. Часто в комментариях звучит такая мысль: а чего евреи вообще приперлись на палестинские земли? Пусть они отдают арабам их исконные земли. Ну, во-первых, на этих землях еврейское присутствие практически не прерывалось испокон веков. Здесь к VII веку нашей эры в городе Твери на берегу Галилейского моря сформировался Иерусалимский Талмуд. Если евреи были изгнаны из Иерусалима, это еще не значит, что они были изгнаны со Святой Земли полностью, да? Связь общин диаспоры с евреями Святой Земли не прекращалась. И об этом надо знать и помнить. Распространенная версия о том, что палестинцы потомки хананских народов или филистимлян, не выдерживает никакой критики. Арабы заселились в Палестине гораздо позже, с момента первого арабского вторжения в 638 году нашей эры. В 20 веке лидеры еврейского народа, скитающегося по разным странам, подвергаемого гонениям, унижениям, разорению и убийствам во время погромов, создали идею сионизма. Что это такое? Это идея возвращения евреев на Сион. Есть даже гора такая в Иерусалиме. То есть сюда, в Палестину, в Святую Землю. Надо сказать, что первая волна переселенцев в 1882 году практически полностью состояла из верующих иудеев. Да, и турки вот в то время, напомним, да, что это было еще период турецкого правления. Османской империи. Османской империи. И турки не препятствовали переселению евреев. Ну да, это верующие евреи, как бы они не политические, религиозные люди. Ну пусть себе заезжают, молятся. Многие переселялись, не только евреи. Да, не боялись. Вот эти иудеи, переселившиеся сюда в 1882 году, то есть первая так называемая волна репатриации, они не мечтали о государстве. Они просто хотели жить, молиться на земле своих предков. Как мы уже сказали, это были ортодоксальные верующие иудеи. Собственно, и сейчас есть такая община ортодоксальных иудеев, которые не признают государство Израиль, и даже более того, они поддерживают палестинцев. Евреи первой волны переселенцев практически не имели связи с последующими, с евреями последующих волн репатриации. Это были последующие волны, в основном это были светские евреи, сионисты, цель которых была в построении еврейского государства, которое бы защищало права своего народа. Палестина тогда находилась под турецким правлением, и если судить о ее экономическом состоянии и облике, в общем-то, в целом по книгам путешественников 19-20 века, по статьям журналистов, которые посещали Палестину в то время, то состояние, мягко говоря, было удручающе бедственным. Палестина влачила нищее, жалкое существование. А переселение евреев и английское правление принесло на несчастные, пустующие земли Палестины значительный и очень значительный подъем. Вы не думаете, что палестинцы были все вот поголовно бедными? Конечно же нет. Были богатые и влиятельные арабские кланы, феодалы. Они-то и возглавили национальную борьбу. Но заметьте, не для улучшения благосостояния своего народа, а для того, чтобы получить в конечном итоге власть и побольше этой власти. И вот при турецком правлении, в начале британского правления в Палестине, не было ограничений уже на иммиграцию евреев.
как и не было ограничений на иммиграцию арабов. То есть приезжали и те были иммигранты, и те были иммигранты. И где у них была возможность, они там и заселялись. Но вскоре начало набирать силу арабское сопротивление против евреев. Конечно же, нашлись подстрекатели, идейные вдохновители и лидеры. И в основном, конечно, они были из богатых арабских кланов. И еще надо упомянуть, что умеренно настроенных богатых арабов, палестинцев, неоднократно убивали так называемые борцы за свободу Палестины. То есть были противоречия и внутри арабской среды. А теперь перейдем к следующему. Начало создания суверенных арабских государств приходится как раз на период окончания Первой мировой войны. То есть до этого не было суверенных арабских государств. Идет раздел между влиятельными странами всех провинций развалившейся Турецкой империи. Сильные мира сего решали, кому получать государственность на развалинах Турецкой империи. И вот так появились государства Сирия, Ливан, Трансиордания и Египет. Вот и палестинские лидеры ждали того же для себя. А права евреев на создание государства в Палестине были закреплены еще в декларации Бальфура 1917 года. Примерно в те же годы. То есть были, в принципе, в равных условиях, да, и арабы, получившие свое государство, и вот этой декларацией Бальфура было подкреплено право евреев также на свое государство в Палестине. То есть это одни и те же годы. Вот тогда и появились зачатки арабского сопротивления уже и английским властям и переселению евреев. Поначалу погромы носили чисто бандитский характер. Политически они не были мотивированы. Например, Явский бунт, убийства и насилие, грабежи 1921 года. Не жалели тогда ни женщин, ни детей. Да, если ужасные евреев. случаи. Бежали просто вот из Яффы, Тель-Авив, который уже существовал, и жили буквально в песке, в палатках, просто скрываясь от этих террористических арабских банд. Есть статистика этого погрома, что количество убитых арабов оказалось на одного больше, чем евреев. Раненых евреев в 2 раза больше. Но большинство арабских жертв все-таки было результатом подавления бунта британскими властями. Британские власти всегда, конечно, подавляли эти бунты. Но, в общем-то, кратко говоря, англичане устали от бесконечного противостояния между евреями и арабами и уступили требованиям арабских лидеров запретить продажу евреям земли. То есть мы видим, что британские власти все-таки были на стороне арабов. Также вышел запрет на еврейскую миграцию. При этом арабы продолжали эмигрировать. Итак, после решения Организации Объединенных Наций о разделе на 2 государства в ноябре 1947 года Палестину сразу же накрыла волна террора. Причем как арабского, так и еврейского. Евреи также могли защищаться, нападать и убивать. Да. А через несколько месяцев, в мае 1948 года, когда англичане прекратили действие мандата на управление Палестиной и, в общем-то, засобирались в Освояси, а евреи объявили декларацию независимости государства Израиль, началось вторжение арабских государств. Но евреи отстояли свое право на государство и в результате военных действий расширили свои границы по сравнению с теми, которые были определены резолюцией ООН. Новые границы Израиля создавались в рамках мирных соглашений после войны за независимость. Я напомню, что согласно 181 резолюции ООН 1947 года, границы были определены для создания государства палестинских арабов, в том числе, то есть для 2 стран. Но арабские страны решили иначе, нам нужна вся земля. А победителю в войне досталось земли больше, чем было определено Организацией Объединенных Наций. В ходе войны, напомним, чуть больше 700 тысяч арабов, примерно цифра 725 тысяч, покинули свои дома и бежали в арабские страны. И, как мы уже говорили раньше, что исход арабов представили в арабском мире и не только, как намеренное действие израильтян против арабов. И в то время, как палестинские арабы стараются увековечить память о своем перемещении, как символ национальной жертвенности, есть даже день памяти, называемый Накба, катастрофа. Недавно стали Мы его уже праздновать. говорили, и они отмечают его 15 мая. Десятки миллионов перемещенных лиц в результате войн 20-го столетия живут на новых землях и строят новую жизнь. Возьмем ближайший пример. Калининградская область. До 9 апреля 1945 года это был немецкий город Кёнигсберг. Земли Восточной Пруссии. После успешного штурма города войсками советской армии над башней подняли красный флаг и до свидания немцам. Немцев просто депортировали в Германию. Дается цифра чуть более 100 тысяч депортированных. Как и где расселялись немецкие беженцы, никого не интересовало.
Область была переименована в Калининградскую, а город Кенигсберг в Калининград. Земли и дома начали заселять советскими семьями из особо пострадавших от бомбежек территории СССР. И это обычная послевоенная практика. Уже мы говорили, что в результате войн по миру в 20 веке были десятки миллионов беженцев. Но только случай с палестинскими беженцами стал мировой притчей во языцах. И даже теперь, более чем через 75 лет после войны за независимость, постоянно звучат обвинения, что Израиль этнически вычистил арабов, украл их родину и землю и изгнал более 700 тысяч палестинцев. Но правда в том, что большинство из тех, кто покинул свои дома в Израиле во время войны за независимость, сделали это все-таки добровольно. И откуда бы взялись израильские арабы, если евреи производили этнические чистки, извините? В Израиле сейчас 2 миллиона арабов, имеющих израильское гражданство. И еще. Те арабские общины, которые ввели переговоры о мире с Израилем или сохраняли нейтралитет до или во время конфликта, не были перенесены, не были уничтожены. Все остались на своих местах. Как пример, возьмем поселок Абу-Гош к западу от Иерусалима. Это отличный пример мирного сосуществования между арабами и евреями. Но что интересно, что прошло уже почти 80 лет, ушли в мир иной те, кому пришлось бежать из дома, но количество палестинских беженцев не только не уменьшается, но значительно выросло. И если вы еще не забыли цифру палестинских переселенцев, то примерно 700 тысяч цифра увеличилась почему-то до 5 миллионов. Что произошло, Лариса? В мире создалась удивительная ситуация, которой, в общем-то, не было доселе. Палестинский беженец – это не только тот, кому действительно пришлось оставить свой дом и бежать в ходе военных действий, а и все его потомки. Вот интересно, до какого поколения. И вот получается, что в течение стольких лет палестинские арабы и их потомки живут несбыточной надеждой на возвращение и не интегрируются в общество. Десятки миллионов беженцев 20-го столетия устроили свою жизнь в других странах. А палестинцы все еще мусолят нарратив, что Израиль изгнал их со своих земель. И стоят с протянутой рукой, ожидая своего возвращения. Но надо помнить, что арабы первыми начали войну. И они именно несут ответственность за ее последствия, не согласившись на создание арабского государства. И что говоря, что Израиль оккупирует земли Палестины, надо понимать, что палестинской государственной собственности, в общем-то, и не было, как не было и самой Палестины, самого палестинского государства. И игнорируется тот факт, а это уже исторический факт, что большая часть арабов покинула свои земли по собственной инициативе. Вот как пример, да, можно взять общину арабов Хайфы. Несмотря на увещевание еврейского мэра Хайфы не покидать город, лидеры все же настояли на исходе арабской общины из Хайфы. Это было еще, кстати, до начала войны за независимость, вот в период с ноября 1947 по май 1948 года. Есть всевозможные непрекращающиеся исследования проблемы палестинских беженцев. Так вот, в ходе исследований выяснилось, что более 68% переселенцев вообще не видели ни одного еврейского солдата, и этнических чисток все-таки не проводилось. Но будет неправдой утверждать, что не проводилось насильственного изгнания вообще. Но подобные действия проводились только в случае, если жители вели прямые боевые действия. Палестинские лидеры игнорируют тот факт, что те арабские общины, которые сохранили нейтралитет, а жители, вот, например, деревни Абу-Гош, даже помогали евреям. Так вот, эти общины не пострадали совсем. Абу-Гош, селение, мы уже его упоминали, возле Иерусалима вообще процветает как пример мирного сотрудничества и совместного сосуществования. Но были деревни, которые сражались на стороне арабской армии, всячески препятствовали еврейским бойцам. Вот их жители должны были покинуть свои дома. Было бы неправильным и совершенно несправедливым не упомянуть историю арабской деревни Дер-Ясин, где были расстреляны еврейскими бойцами в начале апреля 1948 года более 100 мирных жителей. Арабы называют цифру примерно 250 человек. Не подвергается сомнению, что часть жителей действительно была расстреляна, но важна разница в оценке этих событий. Традиционная оценка сводится к тому, что бойцы Лехи и Эцеля, это вооруженные еврейские организации, расстреляли ни в чем не повинных жителей мирных деревни, тем самым устранив одно из препятствий доставки грузов в Иерусалим перед войной. Я нашла в интернете рецензию на книгу историка Ури Мильштейна «Кровавый навет в Дер-Ясине».
Рецензию написал Раис Сулейманов. В ней написано, что книга Ури Мильштейна заслуживает, безусловно, положительной оценки, что автор поднял огромный пласт документов, собрал воедино факты о такой запутанной проблеме, как события в Дер-Ясине. Историк дал свою оценку феномену арабо-еврейских противоречий. Что исследовал историк? Ну, во-первых, насколько невиновными были жители деревни. Оказалось, что деревня была опорным пунктом для вылазки арабских штурмовиков, которые могли атаковать евреев во время того, как транспортировались грузы из Тель-Авива в Иерусалим и обратно. Также жители участвовали сами в нападении на евреев. Но, как говорит историк, на войне, известно как на войне, не жди пощады от противника, если ты сам ему причинил ущерб. Во-вторых, это численность жертв. Обычно упоминается цифра более чем 200 жертв, 250 в арабских источниках. Автор книги, проанализировав данные, подсчитал, что цифра чрезмерно завышенная. Реально численность убитых составляла 110 человек. И не исключено, что меньше. Однако не только арабским лидерам, но и Бен-Гуриону, напомню, это известнейший еврейский лидер, первый премьер-министр Израиля. Так вот, ему тоже было выгодно, чтобы цифра погибших была больше 200, поскольку тогда это придавало массовость этому событию. Это, в свою очередь, пишет историк, было им использовано для двух целей. Нагнетание страха среди палестинцев и демонизация своих политических противников. Первое Бен-Гуриону удалось сделать успешно. Ведь именно весть о Дер-Ясине немедленно разлетелась по всей Палестине и стала толчком для начала исхода палестинцев из своих населенных пунктов. Историю политических разногласий в среде самих евреев мы здесь пропустим. То есть это не цель нашего сегодняшнего разговора. Если говорить также о известной деревне Лифта, полностью покинутой жителями, то и здесь не приходится говорить о насильственном изгнании ее жителей. Есть задокументированное свидетельство о том, что жители принимали участие в военных действиях и по приказу от декабря 1947 года Верховного арабского комитета покинули деревню самостоятельно. Имущество палестинских беженцев всех палестинских беженцев перешло по закону 1950 года в собственность Израиля. И интересно, что ни одна из арабских стран, вот кроме Иордании, не предоставила гражданство несчастным палестинским беженцам. В общем, обо всем этом быстро, конечно, рассказать не получается. Но главная тема сегодняшнего разговора, к которой мы наконец-то уже подошли, это еврейские беженцы из арабских стран. В период с 1949 по 1970 год арабские страны покинули около 800 тысяч евреев. Имущество, земли, оставленные ими, оцениваются в миллиарды долларов. Но о возвращении имущества этих евреев и возвращении обратно речи вообще никогда не шло. А разница между двумя народами, бывшая и существующая поныне, это отношение к беженцам. Израиль абсорбировал беженцев. Наши соседи, арабы-палестинцы, этого совсем не сделали. Лагеря еврейских беженцев в Израиле превратились в процветающие города и поселки. Лагеря беженцев в арабских странах породили еще больше арабских беженцев. Подчеркну, что ни одна из арабских стран, кроме Иордании, не предоставила палестинским беженцам своего гражданства. Рассмотрим этот вопрос, почему еврейские общины массово бежали из восточных стран, где жили тысячелетиями. В общем-то, нетрудно об этом догадаться. Катализаторами исходов евреев из арабских стран стали массовые погромы 40-х годов и политика националистически настроенных правительств на урезание прав еврейского населения. Напомню, что эти арабские страны сами только недавно получили самостоятельность. А одним из главных условий мира Палестины с Израилем является так называемое право на возвращение палестинских беженцев. А что с правами еврейских беженцев из арабских, например, стран? Но Израиль не может себе позволить миллионам потомков умерших палестинских беженцев вернуться. Это означало бы конец еврейского государства. Между тем, десятки миллионов людей, перемещенных в результате других войн, продолжают строить новую жизнь в новых странах. И в их число входит 800 тысяч евреев, которые бежали или были изгнаны из арабских стран после рождения Израиля. Большинство из них ведь переселились в еврейское государство. По статистике, собственность еврейских общин, оставивших арабские страны, составляет 100 тысяч квадратных километров земли. Это в 4 раза больше площади Израиля. В 4 раза. Но весь мир вопит: верните землю палестинцев.
И даже писка не слышно о том, а что, собственно говоря, с еврейскими землями. И семьи еврейских беженцев из арабских стран не ждут возвращения им собственности их предков. Вопрос о возвращении еврейской собственности он никогда не стоял на советах Организации Объединенных Наций. Из более чем 150 резолюций по арабо-израильскому конфликту ни одна не касается еврейских беженцев из арабских стран. В заключение я хочу привести некоторые цифры. Площадь арабских стран составляет 13 миллионов квадратных километров. Площадь Израиля не достигает и 25 тысяч. И напомню, что площадь земель, оставленных евреями в мусульманских странах, составляет 100 тысяч квадратных километров. На протяжении 20 века в ходе национальных революций, террора и других потрясений арабами было убито почти 3 миллиона человек. Есть даже цифра в 11 миллионов. Да, я смотрела. Если мы сюда добавим страны Африки, то цифра вырастет несколько раз. В одном исследовании даже встречается цифра 85 миллионов погибших с 1950 года и по наши дни. Если мы вдумаемся в эти цифры, то конфликт между палестинцами и евреями не стоил бы и выеденного яйца, если бы не был так политически выгоден и раздут. Численность погибших в ходе нашего конфликта составляет 0,06% от общего числа погибших. Но политики твердят, что терроризм не будет побежден без установления мира между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке. И в результате пропаганды европейским людям и гражданам других стран кажется, что Израиль чуть ли не самая агрессивная страна в мире, и конфликту придается чуть ли не глобальное значение. И за все прихоти политики Израиль расплачивается своей политической репутацией. И это мы, собственно, имели возможность видеть сейчас, в течение более чем 2 недель с начала войны. Людям трудно было поверить, в общем-то, своим глазам и очевидным видя, что евреев убивали с извращенной жестокостью. Ну как же так? Это ведь евреи убивают палестинцев. Но уже по официальным данным службы ЗАКа, 80% убитых в кибуце Кфар-Аза людей подвергались пыткам. 80% в одном поселении. Но люди причитали, глядя на раненых палестинских детей Газы, где зачастую все увиденное просто разыгранный и заранее снятый спектакль. И поначалу даже не хотели слышать о том, что еврейских детей нашли в группах по 10 человек связанными руками, сожженных заживо, что детей и взрослых насиловали и резали как скот, и что в кибуце Беэри нашли 40 тел детей и младенцев, некоторые из которых были даже обезглавленные. Никто не хотел даже в это элементарно поверить. Почему мы поначалу наблюдали именно эту картину? Потому что приучены к тому, что Израиль априори виноват всегда, везде и во всем. Голос Израиля все эти годы совсем не слышен среди воплей лживой пропалестинской пропаганды. Что будет дальше? Кто знает? Смогут ли Израилю опять связать руки, как это было в прошлые годы? Или в этот раз страна пойдет до конца в своей борьбе с террором? Никто из арабских стран не открыл двери для палестинских беженцев. Да, получается, так арабы любят друг друга, и особенно палестинских арабов. Но кто же их обвинит в жестокосердии? Жесток у нас только Израиль. Мир Израилю, мир Иерусалиму и мирного всем сосуществования. Дорогие друзья нашего канала, те, кому не безразлична судьба нашей страны, те, кто любит Израиль, мы вас просим распространять наши видео по этой теме, чтобы больше людей понимало действительное положение дел на Святой Земле. Всем доброго здоровья и до новых встреч. Я хотел также поблагодарить тех, кто написал слова доброй поддержки, слова молитвы и поддержал своими комментариями наш канал, конечно, наше государство Израиль. Те, кто совершенно оголтелые, я просто заблокировал или удалил комментарии. Их было немного. Их было немного, но в основном сводятся: вы там бомбите мирных палестинцев, вы ответственны за все это насилие. Я возлагаю насилие с обеих сторон только на террористическую группировку Хамас и прочих террористов палестинцев, которые развязали эту подлую, мерзкую войну, и они несут ответственность за все, что происходит на территории Израиля и территории сектора Газа. Никто их не трогал, никто их не убивал. Они несут полную ответственность во всех отношениях. И не надо мне писать вот эти жалкие комментарии, там, вам не жалко детей. Да, нам жалко детей, но пусть ответственность несет Хамас, развязавший это зло и насилие.